Всем доброй ночи. Друзья мои, вы, наверное, слышали, что есть такое выражение «материнская молитва со дна морской поднимет». Молитва, мольба, просьба – это не обязательно молитва христианская, это не обязательно молитва к иконам и крестам. Это может быть мольба ко Вселенной для защиты своего ребенка. Я вам хочу передать очень сильный ритуал. Точнее, меня уговорили мои друзья это передать, поскольку это испробованный ритуал, и он очень сильный. И попросили подарить женщинам этот ритуал, который основан на заговоре моей прабабушки. Он, конечно, не полностью перевод, он переделан немножко мной, в улучшенном состоянии. Там более такие простые деревенские слова, скажем. Здесь более современный вариант, потому что тогда не было тех бедствий и катастроф, которые случаются сейчас, скажем, да, аварии и прочее, прочее. И поэтому он улучшен, упразднен для того, чтобы простой человек мог это провести. Это ритуал моего рода, который я вам дарю. Дарю почему? Потому что мы живем в трудные времена, мы живем в страшные времена. Впрочем, человеческое всегда жило в тяжелые времена, но сейчас более такие свирепые дни. И наверняка вашим детям понадобится ваша защита. То, что я вам сейчас подарю, перепишите, и пусть они у вас будут. Мои ритуалы, мои заговоры. Вот я разговариваю, а у меня камера опять берет в клетку какую-то живую энергетику. Всегда, когда приближается живая энергетика, лицо человека то камера, она так запрограммирована, что она узнает. То есть узнает силуэт человеческий, он так сделан. И сразу берет в клетку, как бы обозначая лицо или живую энергетику. Вот в данный момент я с вами разговариваю, и он тут несколько раз взял в клетку вот эту вот часть. Вот здесь. Не знаю почему, с чего исходя. Взял и все, значит, что-то чувствует, видит. В принципе, да. Шумов у нас много, но это не столь важно. Дорогие женщины, если вы сделаете такой ритуал над фотографией вашего ребенка, даже сажая вашего ребенка и начитав над ним это, читайте это 7 раз, именно 7 раз, не меньше, не больше. Но если больше получится, не страшно, постарайтесь, чтобы было именно 7 раз. Не запомните, возьмите спички, разложите спички, Один раз прочли, отодвигайте спичку, так легче запомнить. Это не мешает вашему ритуалу. После этой защиты вашего ребенка перестанут обижать в школе. Если обижают, у вас ребенок начнет хорошо учиться, потому что у него откроется память. Кроме того, вы призываете некого стражника, силу от Вселенной. И не слушайте всякие нелепицы и глупости, мол, если магией защитить ребенка, призывать какого-то беса, демона в жизни ребенка и всякую чушь. Если вам дает практик из своего опыта, если дарит вам ритуалы, если вы берете у проверенного человека, если знаете, что этот человек не раз и не два вам дарил ритуалы, которые рабочие, которые очень сильные и сразу действуют, то без сомнений, без колебаний, без страха берите и делайте. Хотите улучшить память ребенка, хотите убрать глазливость ребенка, хотите убрать у него определенные такие трудности в жизни, которые мешают ему жить и идти дальше и обучаться. Если у вас есть такие желания, если есть у вас какие-то проблемы с ребенком, если есть его успеваемость, его дружбой со сверстниками, с друзьями и прочее, то можете смело брать эти ритуалы, совершать, и у вашего ребенка улучшится и память, и работоспособность, снизится агрессия, он будет вас слушаться,
у него появится как бы любовь к учебе, у него появится стремление к чему-то, к совершенствованию и прочее, прочее. И это приведет к успехам в его жизни. Если согласны, да, что любое благословение матери, оно дает ребенку путевку в жизни и помогает ему совершенствоваться в своем мастерстве. Итак. Берете 3 свечи, желательно восковые. Черные свечи я поставила для освещения, вам этого не нужно делать. Берете фотографию ребенка, либо рубашку ребенка, либо самого ребенка сажаете. Если ваш ребенок уже великовозрастный, если ваш ребенок работает в определенных структурах и ему как бы нужна определенная защита, поскольку вы за него переживаете и боитесь, то вы можете провести этот ритуал и со взрослым ребенком. Вы мать, не имеет значения, сколько лет вашему ребенку. Если вы выдаете дочь замуж и опасаетесь, если вы хотите защитить ее от каких-то трудностей жизненных, я не скажу, что это все уберет и исправит, но в любом случае, если у вашего ребенка есть склонность к суициду, если у вашего ребенка есть какое-то ненормальное поведение в жизни, сделайте эту защиту для него. Оградите его от всех бедствий для начала, а потом уже решите сами, как с ним поступить, как его привести в чувство, очистить и прочее, и прочее. Итак, 3 восковые свечи. Можно церковные, не имеет значения. Я не считаю, что церковные свечи обладают особой какой-то силой, благословением. Это так себе. Обычные свечи, как здесь, так и там. Ну, в общем, разницы никакой. Но главное, чтобы они были из воска. 3 свечи. Можете вот как бы подобный подсвечник взять. Можете отдельно поставить, это не имеет значения. Фотографии, рубашку ребенка. И еще раз напоминаю, можете ребенка посадить и прочитать над ним, если хотите. Если есть такая возможность, если он не капризничает. Это улучшает память, работоспособность, это защищает. Это действительно защищает от многих бедствий. Переживайте за своего ребенка. Он такой хулиганистый, он любит ночные клубы и прочее, прочее. Вот вам защита. Итак. Я читаю 1 раз, но вам рекомендую читать 7 раз. О сила Вселенной, по праву той, которая дала жизнь, подарила тело для данной вами души, растила, кормила, любила. По праву материнского начала к Матери Вселенной обращаюсь. Ты моя мать, а я мать своего дитя. Ты меня защищаешь, а я прошу, позволь мне его защитить. Силой материнского благословения я призываю силы Вселенной для защиты моего дитя. Дай власть по праву крови. Стань заступницей во имя моей крови и продолжения рода. Пусть мой призыв материнский защищает мое дитя от огня, от воды, от пули, от насильника, от убийцы, от вора, от аварии, от страшного зверя, от всего смертоносного. Силой своей праведной мольбы ко Вселенной я, мать, защищаю свое дитя. Заслоняю от бед, да будет Мать Вселенная ему защитой, да будет кровь материнская заступницей, крепка защита, броня несокрушимая. Своим молоком, кровью и духом я встану между тобой и бедой. Я тебя заслоняю. Моя мольба ко Вселенной услышана и принята, заклята. Прочитаю еще раз для верности. О сила Вселенной, по праву той, которая дала жизнь, подарила тело для данной вами души, растила, кормила, любила, по праву материнского начала к Матери Вселенной обращаюсь. Ты моя мать,
а я мать своего дитя. Ты меня защищаешь, а я прошу, позволь мне его защитить. Силой материнского благословения я призываю силу Вселенной для защиты моего дитя. Дай власть по праву крови. Стань заступницей во имя моей крови и продолжения рода. Пусть мой призыв материнский защитит мое дитя от огня, от воды, от пули, от насильника, от убийцы, от вора, от аварий, от страшного зверя, от всего смертоносного. Силой своей праведной мольбы ко Вселенной я, мать, защищаю свое дитя. Заслоняю от бед, да будет мать Вселенная ему защитой, да будет кровь материнская заступницей, крепка защита, броня несокрушимая. Своим молоком, кровью и духом я встану между тобой и бедой. Я тебя заслоняю. Моя мольба ко Вселенной услышана и принята. Аминь. Или заклята, как хотите. Вот эту защиту очень сложно перебить, если только сделать по заказу, сходить к ведьме и прочее. Ну, там уже другая работа начинается, там уже другие вопросы начинаются и прочее, и прочее. Но если вы хотите защитить своего ребенка в любой трудной ситуации или просто боитесь за него, переживаете, то, зачитав эту защиту над ним, над его фотографией, рубашкой или над ним самим, можете спокойно спать, потому что ваше заклинание, ваша просьба ко Вселенной, ваша мольба материнская, она просто непробиваемая броня. Удачи вам!